Турецкий шоу-бизнес прямо сейчас напоминает минное поле. Вы думаете, главные драмы разворачиваются на экране? Как бы не так. Реальная жесть происходит с закрытыми дверями съемочных павильонов. Что на самом деле происходит с мертвым Рамазаном Демиром? Звезда главного хита страны, похоже, стремительно теряет контроль. То, что сейчас всплывает наружу, вызывает уже не просто фанатское любопытство, а настоящую тревогу. Нервы на пределе, и кажется, кто-то вот-вот сорвется. Пока одни балансируют на краю пропасти, а телеканалы безжалостно одним днем закрывают наши любимые сериалы, выкидывая команды на улицы, другие готовят масштабный переворот. Бурак Озчивит возвращается в игру, и его новый шаг может просто растоптать конкурентов. Но самое вкусное и, честно говоря, самое неловкое я приберег для вас на самый финал. Мы раскопали старый, тщательно скрываемый и откровенно постыдный закулисный секрет Керема Берсина. Скажу так, когда вы узнаете, что именно произошло во время той самой сцены поцелуя, из-за чего сорвалась вся съемочная смена, вы больше никогда не сможете смотреть турецкую романтику с серьезным лицом. Это просто фиаско. Сорванные нервы, жестокие отмены проектов и луковый позор символов. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай. Мы начинаем. А вы знаете, в чем главная жестокость турецкого телевидения? Здесь нет времени на раскачку. Еще вчера проект называли главной премьерой сезона, а сегодня вокруг него витает только один вопрос. Когда его закроют? И именно это сейчас происходит с сериалом «Парень». На бумаге у них было все, чтобы разорвать рейтинги. Громкое имя Мерта Рамазана Демира, мощный бюджет, драматическая завязка. Ну, казалось бы, просто запускай в эфир и собирай просмотры. Но ожидания фанатов – это одно, а вот реальные цифры в таблицах телеканалов – совершенно другое. Сериал стартанул так тяжело, что у продюсеров явно начался нервный тик. Ведь когда проект обходится каналу в бешеные деньги, а массовый зритель не подключается, счетчик за закрытие начинает тикать в 2 раза быстрее. А теперь представьте, что происходит за закрытыми дверями, когда цифры падают. Начинаются резкие движения. И вот вам первый серьезный сигнал. Проект внезапно покидает режиссер Зейнеп Гюнай, а в кресло садится Энес Картал. Поймите меня правильно, смена режиссера – это не всегда ведь приговор. Но когда сериал и так балансирует на грани из-за слабых просмотров, я думаю, что любая перестановка за кадром выглядит как попытка реанимировать пациента прямо на ходу. Команда судорожно ищет новый ритм и способ зацепить аудиторию. Да, я вижу, что в соцсетях сериал обсуждают нон-стопом, но вот фан-база у Мерта Рамазана Демира огромная, и они искренне верят, что он вытянет проект на своих плечах. Но турецкий эфир слезам не верит. Одной фанатской любви в интернете недостаточно. Если телевизоры в стране переключены на другой канал, то самое обидное – это что иногда истории реально нужно 3-4 серии, чтобы раскрыться. Но у телевизионных боссов нет этой роскоши. Никто не будет, к сожалению, ждать, пока зритель к вам привыкнет. Сейчас парень завис над пропастью. Следующие эпизоды станут для него решающими. Либо сериал выкарабкается из этой ямы, либо отправится на кладбище проектов, которым просто не дали времени. И пока поклонники парня с замиранием сердца ждут новых рейтингов, другой громкий проект уже получил свой окончательный приговор. И там иллюзий больше не осталось. И да, о чем это я? Если судьба парня еще висит на волоске, то по другому громкому проекту приговор уже вынесен. И обжалованию он, судя по всему, не подлежит. Сериал «Основание Архан» сворачивается. 26 серий, и на этом точка. Никакого второго сезона не планируется. Для фанатов исторической вселенной «Основания» это прозвучало как гром среди ясного неба. Ведь мы с вами привыкли к чему? К тому, что такие эпичные саги тянутся годами, обрастают десятками новых героев и выжимают из сюжета все соки. Но в этот раз правила игры внезапно поменялись. И знаете, что самое интересное?
это реакция зрителей. Аудитория буквально раскололась пополам. Одни настроены и требуют продолжения сериала, а другие выдохнули с явным облегчением. И, честно говоря, я их понимаю. В турецкой индустрии уйти вовремя – это огромная и непозволительная роскошь. Чаще всего проекты либо безжалостно рубят топором на самом интересном месте из-за рейтингов, либо растягивают до такой степени, что смотреть это становится физически невозможно. У Орхана же появился редчайший шанс уйти красиво, оставить после себя цельное послевкусие, а не зрительную усталость. Естественно, львиная доля внимания сейчас прикована к Мерту Езеаджиоглу. Для него эта историческая роль была огромным вызовом. Другая пластика, другой масштаб, бешеный уровень внутреннего напряжения. Он вложился по полной, и теперь индустрия замерла в ожидании, куда же Мерт двинется дальше и какой жанр выберет. Но вот в чем фокус турецкого шоу-бизнеса. Стоит только объявить о финале проекта, как пресса моментально меняет вектор. Журналистам уже скучно обсуждать костюмы и сценарии. Почувствовав финишную прямую сериала, репортеры плотным кольцом обступили Мерта, и вопросы полетели уже совсем из другой плоскости. Экранная история Орхана подходит к своему финалу, а вот личная жизнь самого Мерта Езеаджиоглу прямо сейчас начинает перетягивать на себя все внимание. Ну а пока зрители гадают, каким выйдет финал Орхана, имя Мерта Езеаджиоглу внезапно всплыло совершенно в других заголовках. И на этот раз дело вообще не в сериале. Внимание прессы намертво приковал его первый публичный выход с Зейнеп Артукмач. Казалось бы, вышли и вышли, дело молодое. Мерт и Зейнеп держались перед камерами абсолютно спокойно, без лишней показухи. Но вот тут скрывается деталь, которая делает эту новость по-настоящему интересной для фанатов Турдизи. Зейнеп не просто случайная спутница, она внучка той самой Гюсерен Будаиджиоглу. Да-да, известного психотерапевта и писательницы, по чьим книгам и записям снята добрая половина главных психологических драм турецкого телевидения. Понимаете, как это работает? С одной стороны у нас актер, который прямо сейчас закрывает важнейший проект в своей карьере. А с другой – девушка из семьи, чья фамилия буквально вшита в ДНК турецкой сериальной индустрии. Естественно, этот выход спровоцировал бурю обсуждений. Но Мерт выбрал самую грамотную тактику. Он не делает громких заявлений и отвечает журналистам максимально сухо. Парадокс в том, что именно эта сдержанность разжигает интерес прессы в 10 раз сильнее. Момент для такого инфоповода выбран, как я думаю, просто идеально. На экране его сложнейший проект ставит точку, а в реальной жизни начинается новая активно обсуждаемая глава. Для Мерта это настоящий перекресток. И сейчас главный вопрос: как он разыграет эти карты? Уйдет в тень, чтобы отдохнуть до следующего сезона? Или на волне этого двойного хайпа заберет себе новую мощнейшую роль? А пока вокруг Мерта обсуждают романтику и карьерные перспективы, в соседнем павильоне разворачивается история с совершенно другим градусом. И там актрисе пришлось защищать уже не свои отношения, а отбиваться от откровенно грязного удара по репутации. И одно дело, когда ты попадаешь в заголовки благодаря блестящей роли или шикарному выходу на красную дорожку, и совершенно другое, когда твое имя начинают полоскать в прессе из-за откровенно грязного вброса, от которого просто невозможно отмыться молча. Именно в таком положении оказалась Демри Маскан. В сети разлетелась максимально абсурдная и унизительная сплетня со съемок сериала «Под землей». Якобы производственный процесс пришлось поставить на паузу из-за резкого запаха от волос актрисы. Ну что за ерунда? Желтая пресса тут же подхватила версию, что виной всему какие-то специфические растительные масла для ухода, которыми пользуется Деврим. Кто-то из вас пожмет плечами и скажет: обычная закулисная байка. Посмеялись и забыли. Но давайте честно,
Такие вещи бьют наотмашь. Это не критика актерской игры или сценария. Это целенаправленная попытка выставить человека посмешищем на всю страну. И Деврим терпеть это не стала. Она не просто опровергла этот бред, она дала жесткий и однозначный ответ. Актриса прямо заявила, что вся эта история чистой воды выдумка. По ее словам, за этим стоит планомерная попытка годами портить ее образ ради дешевых кликов и просмотров. И если раньше ее молчание кто-то мог принять за слабость, то теперь терпение лопнуло. Деврим дала понять, дальше разговор с авторами таких новостей пойдет исключительно в юридической плоскости. И я ее прекрасно понимаю. В эпоху соцсетей любая подобная сплетня, даже 100 раз опровергнутая, оставляет липкий след. Вместо того, чтобы обсуждать талант, развитие персонажей и сам сериал, аудитории подкидывают повод для самых низких насмешек. Так что давайте зафиксируем. Пока нет ни одного официального подтверждения от съемочной группы. И выдавать эту дичь за факт просто непрофессионально. Но если с интернет-сплетнями Деврим разберется через адвокатов, то у самого сериала «Под землей» прямо сейчас нарисовалась проблема куда масштабнее. И это уже не слухи от анонимов, а официальный тяжелый удар сверху. Если вы думали, что грязные сплетни вокруг Деврим Оскан — это худшее, что могло случиться с сериалом «Под землей», то вы сильно ошибались. Интернет-слухи оказались лишь цветочками. Настоящий тяжеловесный удар прилетел сверху. В игру официально вступил всемогущий турецкий регулятор Эртюк. Ведомство выкатило проекту серьезные претензии, и формулировки звучат откровенно угрожающе. Сериал обвинили не просто в мрачной атмосфере, а в чрезмерной жестокости и создании иллюзии, будто агрессия в обществе – это абсолютная норма. Для турецкого телевидения это классический, но от этого не менее смертоносный капкан. Сценаристы вынуждены постоянно балансировать на тонком канате. Сделаешь сюжет стерильным, зритель уснет от скуки. Добавишь реального мрака, крови и жестких конфликтов, жди штрафов и блокировок от регулятора. А ведь «Под землей» изначально заходил на территорию суровой драмы. Это вам не летний ромком, где главная проблема – кто пролил кофе на рубашку босса. Здесь герои живут на грани, принимают ломающие психику решения и существуют в агрессивной среде. И будем честны, именно за этот адреналин зритель и полюбил проект. Но то, что для нас с вами мощный художественный прием и крутая драматургия, для надзорных органов красная тряпка. И теперь возникает главный интригующий вопрос. Сломают ли они сериал? Начнут ли продюсеры в панике резать сцены, смягчать диалоги и превращать суровую историю в компромиссную жвачку? С одной стороны, санкции Эртюк – это огромные финансовые потери. Но с другой, мы же знаем, как работает человеческая психология. Стоит только повесить на сериалы ярлык запретного и слишком жестокого, как у экранов собирается еще больше людей с одной только мыслью. А ну-ка, что там такого скандального показали, не так ли? Так что для сериала «Под землей» этот штраф может сработать как бесплатная реклама. Но самое интересное, что под раздачу Эртюк они попали не одни. В этом же списке штрафников оказался еще один сумасшедше популярный проект. И там скандал замешан не только на жестоких сценах, но и на именах, которые сейчас звучат буквально из каждого утюга. И компанию сериалу «Под землей» в этом штрафном изоляторе составил сериал «Мечта Эшрефа». Да-да. И вот тут ситуация выглядит куда масштабнее. Одно дело, когда регулятор бьет по середнячкам, пошумели и забыли. Но когда под каток цензуры попадает один из главных хитов сезона с огромной аудиторией, звон стоит на всю индустрию. Претензии все те же. Слишком жестко, слишком агрессивно, слишком натуралистично. Но давайте смотреть правде в глаза.
Сериал «Мечта из Шрефа» изначально продавала зрителю не ванильную сказку, а мир сломанных судеб, постоянного давления и опасных решений. На этом держится весь нерв проекта. И именно этот нерв регулятор сейчас пытается вырезать хирургическим путем. В турецком шоу-бизнесе есть одно жесткое правило, о котором часто забывают. Высокие рейтинги не служат тебе бронежилетом Артюк. Наоборот, они рисуют огромную мишень на спине шоураннеров. То, что в проходном ночном проекте никто бы даже не заметил, здесь рассматривают под микроскопом. Слишком много глаз приковано к экрану, слишком сильно влияние на аудиторию. И сейчас фанаты задают абсолютно правильный вопрос. А что останется от сериала, если его пропустить через стерильный фильтр цензуры? Можно ли вообще рассказать историю о выживании в суровом мире, если тебе запрещают показывать саму суть этой суровости? Если продюсеры дрогнут и начнут сглаживать углы, сериал «Мечта из Шрефа» рискует превратиться в бледную тень самой себя. Но пока канал и создатели потеют в кабинетах, отбиваясь от штрафов, внутри самого каста происходят удивительные вещи. В центре внимания оказался Görkem Sevindik, тот самый Кадир, чья игра стала важнейшим элементом этой мрачной киновселенной. И это, пожалуй, самый ироничный поворот недели. Пока турецкие чиновники пытаются загнать мечту из Шрефа в жесткие рамки эфирных правил, сам Görkem внезапно пробивает стеклянный потолок, оставляя позади скандалы, штрафы. Актер выходит на совершенно новый международный уровень внимания. И пока создатели «Мечта из Шрефа» пьют успокоительное и отбиваются от штрафов, исполнитель роли Кадира, Görkem Sevindik, пакует чемоданы. Причем не куда-нибудь, а на набережную Круазет. У актера появился инфоповод совершенно другого калибра. Поездка в Канны. Для турецких звезд красная дорожка во Франции – это не просто выгулить смокинг перед фотографами. Это мощная заявка о себе в непривычной телевизионной песочнице. Да, Турдизи смотрят по всему миру, но именно появление на таких международных площадках переводит актера в высшую лигу. И Görkem, давайте признаемся, это заслужил. Тот же Кадир в «Мечта из Шрефа» – это ведь не просто фактурный парень в кадре. Это роль на оголенном нерве, персонаж, где все решают тяжелый взгляд, вовремя взятые паузы и напряжение, которое можно резать ножом. За каждым его действием чувствуется огромная предыстория. И смотрите, какой сумасшедший контраст получается. На родине проект зажимают тиски цензуры, а в Европе актер выходит под вспышки международных камер. И вот тут я хочу спросить вас, как вы считаете, что сегодня важнее для турецкой звезды? Биться за рейтинги внутри страны под вечной угрозой закрытия или пробиваться на мировые фестивали вроде Канн? Напишите свое мнение в комментариях, мне правда интересно почитать ваши мысли. Ну и заодно проверьте, подписаны ли вы на канал, и влепите лайк. Это здорово помогает нам делать для вас такие разборы. Ну и конечно, будем реалистами. Один визит в Канны еще не означает, что завтра Görkem'у предложат главную роль в Голливуде. Но это железобетонный сигнал для индустрии. Актер в тренде, он востребован. Его лицо узнают на международном уровне. И честно говоря, после всей этой тяжелой повестки, скандалов, судов и штрафов от регуляторов, эта новость звучит как глоток свежего воздуха. Но долго отдыхать в спокойной зоне мы не будем. Суровые зимние драмы понемногу сворачивают декорации, уступая место летнему сезону. И один из новых проектов, уже на старте, приковывает к себе внимание. Знакомое имя режиссера, интригующий каст и обещание той самой красивой романтики, по которой зрители успели соскучиться. Согласитесь, иногда просто хочется выдохнуть и посмотреть на солнце. Красивые наряды и героев, чья главная проблема не как выжить, а как не влюбиться. Одним из таких спасительных кругов обещает стать новый сериал «Вчера, сегодня, любовь». В центре сюжета успешный адвокат по имени Дефне. И мне лично очень нравится этот выбор профессии.
С одной стороны, мы получаем героиню с железной логикой, которая привыкла контролировать каждую мелочь в своей жизни. С другой, мы же в романтической комедии, а этот жанр по умолчанию строится на абсолютном хаосе и нелепых случайностях. Если сценаристы грамотно столкнут этот ледяной контроль с безумной влюбленностью, мы получим не типичную плачущую барышню, а реально крутую героиню с характером. Но главная причина добавить этот сериал в свой список ожидания кроется за кадром. Режиссерское кресло ведь занял Алтан Дюнмес. Если вам кажется, что вы не знаете этого человека, то просто вспомните феномен сериала «Постучись в мою дверь». Да, это именно его рук дело, а значит, для нас с вами готовят шикарный глянцевый визуал, правильный ритм и ту самую химию между персонажами, которая заставляет пересматривать эпизоды по 10 раз. Прямо сейчас главная интрига, которая сводит с ума турецкие соцсети. Кто же сыграет Дефне? Продюсеры гениально держат паузу, собирая бесплатный пиар, пока фанаты спорят и перебирают имена свободных турецких звезд. Кстати, кого бы вы сами хотели видеть в роли адвоката с железной хваткой? Закидывайте свои варианты в комментарии. Посмотрим, у кого из нас лучше интуиция, когда объявят официальный каст. И пока сериал «Вчера, сегодня, любовь» только дразнит нас загадками вокруг главной актрисы, другой летний проект уже выложил карты на стол. Там нас ждет уже утвержденная пара, максимально неловкое знакомство и история любви, которая вспыхнет с новой силой спустя много лет. Если вы устали от классических сюжетов в духе «увидел, влюбился, поженились», то ловите следующий летний козырь – сериал «Закон природы». Здесь создатели решили разыграть одну из самых любимых зрительских карт, а именно троп второго шанса. В центре истории Яман и Дога. Их знакомство начинается с абсолютно провального, максимально неловкого собеседования. И мы с вами знаем, такие сцены работают безотказно. Герои еще понятия не имеют, как сильно переплетутся их судьбы, а зритель уже ловит эту искру и предвкушает будущую химию. Неловкость здесь становится отличным фундаментом для чего-то большего. Но самое вкусное начинается дальше. Сценаристы делают резкий скачок на целых 5 лет вперед, где пути героев снова пересекаются в уже живописной урле. И этот временный разрыв – это гениальный ход. Ведь за 5 лет люди меняются до неузнаваемости, обрастают броней, становятся циничнее и часто теряют веру в простые чувства. Встретиться заново, когда вы уже совсем другие люди, это звучит как минимум интригующе. Отдельный повод для радости – это каст. Главные роли забрали Альперен Дуймас и Озге Егыз. Для летника такая пара – это мощнейшее оружие. В романтике мы ведь верим не написанным диалогам, а микромимике, случайным касаниям и тому электричеству, которое висит в воздухе между актерами. Если у Альперена и Озге случится тот самый коннект в кадре, проект ждет успех. И чтобы мы окончательно растворились в атмосфере, нас вывозят из бетонных джунглей Стамбула на природу. Урла с ее морем, фермами и эстетикой свободы станет не просто красивым фоном, а буквально самостоятельным персонажем, который лечит души героев. Правда, чтобы зритель не уснул от передозировки романтикой, в сюжет вплетают жесткий конфликт. Знакомьтесь, Мерт в исполнении Чоры Читанака. Наследник строительной империи, который спит и видит, как бы выкупить и снести ферму Ямана. Так что за красивой летней картинкой нас ждет классическое столкновение. Чистые чувства против больших денег и корпоративных амбиций. В общем, у Закона природы есть все, чтобы стать новым хитом. Крутой дуэт, шикарная картинка и любимая история про ошибку молодости, которую можно исправить спустя годы. Но летний сезон приготовил сюрпризы не только для телевидения. На подходе проект, который делает ставку вообще на другое. Это не просто сериал, это попытка продать красоту Турции всему миру. На фоне всей этой вереницы стандартных летников резко выделяется проект «Вкус любви в Измире».
И тут я хочу сразу расставить все точки над «и», чтобы ни у кого не было ложных иллюзий. Это не классическая мыльная опера на десятки серий для прайм-тайма. Это специальный красивый мини-проект, который создатели снимают с одной весьма прагматичной целью – красиво продать туристам атмосферу своей страны. Но вы только посмотрите, какую тяжелую артиллерию они привлекли для этой задачи. Бурак Озчивит, Джейда Атэш и наш старый знакомый Гюркем Севиндик, который сейчас явно на расхват. Согласитесь, каст такой, что любой продюсер телеканала отдал бы за него душу. Один только Бурак работает как мощнейший магнит для международной аудитории. Так что выбор лиц здесь абсолютно снайперский. Главной декорацией и, по сути, самостоятельным персонажем этой истории станет сам Измир. Это будет проект, балансирующий на тонкой грани между легкой романтикой и очень дорогой глянцевой туристической открыткой. Улицы, залитые солнцем, море, местная кухня и неспешные прогулки – все будет сделано так, чтобы после просмотра вы немедленно захотели пойти и нагуглить билеты в Турцию. Для Бурака Озчивита этот проект вообще выглядит как отличная терапия. Мы так привыкли видеть его в тяжелых исторических доспехах, с мечом и максимально суровым взглядом, что его возвращение в современность интригует невероятно. Это классный шанс для актера сбросить с себя броню и просто покайфовать в кадре без лишней драмы и надрыва. А Джейде и Гюркему этот формат позволяет сыграть красивую историю, не оглядываясь каждую неделю на жестокие рейтинги. Но давайте будем честными и не станем обманывать сами себя. Вкус любви в Измире – это не то грандиозное возвращение Бурака Озчивита в большое кино, которого все ждут. Это приятная эмоциональная зарисовка. Эдакий вкусный аперитив перед основным блюдом. И эта новость на самом деле только раздразнила аппетит его поклонников, потому что красивая пробежка по пляжам Измира – это замечательно. Но у миллионов зрителей остался один главный вопрос. Когда актер такого калибра вернется на экраны с по-настоящему масштабной ролью, которая снова перевернет индустрию с ног на голову? Новость об измирском проекте, конечно, сработала как детонатор. Фанаты Бурака Озчивита мгновенно оживились, и в воздухе повис один громкий вопрос. Этот красивый рекламный выход просто легкая разминка перед камерой? Или все-таки тот самый прогрев перед его грандиозным возвращением на большие экраны? Давайте смотреть правде в глаза. Статус Бурака сейчас таков, что даже если он просто выйдет за хлебом, турецкая пресса напишет, что он готовится к новой роли. После многолетнего марафона в исторических доспехах индустрия замерла в ожидании. Куда же он шагнет дальше? Снова наденет кафтан и пойдет уверенно держать на себе очередной исторический эпик? Или все-таки рискнет, переоденется в современный костюм и покажет нам сложную, неожиданную драму, без привычного размахивания мечом? Пока мы не слышим ничего, кроме слухов, и это громовая тишина. На самом деле гениальный пиар-ход. Чем дольше Бурак держит паузу, тем сильнее накаляются страсти. Соцсети гудят, поклонники перебирают жанры, а турецкие продюсеры умело поддерживают эту интригу. Но в этой игре есть очень опасная ловушка. Быть лицом эпохального проекта на протяжении нескольких лет – это колоссальный успех, который легко делает тебя заложником одного образа. И поэтому следующий шаг Бурака должен быть просто ювелирным. Если новый сериал окажется слабым, зрители и критики камня на камне не оставят от него, моментально начав сравнивать новинку с прошлыми триумфами. Так что выбор следующего сценария для Озчивита – это не просто очередная строчка в резюме. Это тест на прочность и способность переизобрести себя. Одни ждут его в романтике, другие требуют драму, но ясно одно – какой бы контракт он ни подписал, это разорвет инфополе. Ну а пока Бурак держит гроссмейстерскую паузу и взвешивает риски, на другом краю индустрии интриг больше не осталось. Команда одного известного сериала, по сообщениям прессы, подошла к финальной черте и уже готовится навсегда попрощаться со зрителями.
И пока мы с вами гадаем на кофейной гуще, какой жанр выберет Бурак-очевидь, у создателей сериала «Зависть» будущее прояснилось максимально жестоко. Проект официально выходит на финишную прямую. По сообщениям турецкой прессы, команда уже отсняла последние сцены, и история навсегда завершится на 33-й серии. Для преданных зрителей такие новости это всегда как ушат холодной войны. Еще вчера сериал был стабильной частью вашего расписания, вы строили теории в соцсетях и ждали развития героев, а сегодня историю экстренно сжимают до одного финального эпизода. Так бывает. «Зависть» стала отличным примером того, как безжалостно работает мясорубка турецкого телевидения. Казалось бы, за производство отвечает гигант индустрии, легендарная компания Аю-Епим. Трансляция идет на крупном канале Now. Но реальность такова. В Турции никакие громкие бренды и красивые декорации не работают как страховка от провала. Если рейтинги совсем уж проседают и проект не показывает бетонной устойчивости, боссы канала без всяких сантиментов нажимают на кнопку отмены. Тем более сейчас, когда идет глобальная зачистка эфирной сетки перед новыми премьерами. Единственное, что должно хоть немного утешить фанатов «Зависти», сценаристам дали время на адекватный финал. Закрытие на 33-й серии означает, что создатели успеют свести все линии воедино и поставить логичную точку. Согласитесь, это гораздо лучше, чем внезапная отмена посреди сезона, когда история просто обрывается на полусловие, оставляя нас с чувством полного разочарования. Сейчас турецкая индустрия вообще переживает период массовых чисток, проекты закрываются один за другим. Но в этой суматохе очень важно не поддаваться панике и не путать окончательную смерть сериала со временным уходом на каникулы. И вот следующим проектом ситуация как раз такая. Фанатам точно рано пить валерьянку. Хотя слово «финал» уже звучит изо всех утюгов. А вот с историческим эпиком Мехмед Султан Завоевателей ситуация кардинально другая. В турецких СМИ промелькнуло пугающее слово «финал», и многие зрители тут же схватились за сердце. Хочу сразу вас успокоить и расставить все точки над «и». Речь идет исключительно о сезонном финале на 83-й серии, а не о закрытии проекта. Кстати, чтобы вот так не вздрагивать от каждого фейка и всегда знать реальную судьбу своих любимых сериалов, прямо сейчас подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Это займет у вас секунду времени, а мы продолжим снабжать вас самой точной инсайдерской информацией. Возвращаясь к Мехмеду, для проекта такого масштаба уход на каникулы абсолютно логичен. Исторические сериалы – это сложнейшая махина. Сотни костюмов, дорогие декорации, установка масштабных баталий. Гнать такие эпизоды на конвейере без остановок просто невозможно, ну и будет сделано тяп-ляп. Иначе вместо красивой эпопеи мы точно очень скоро получим дешевый спектакль. Команде банально нужна передышка, чтобы удержать заданную планку качества и подготовить новые сюжетные арки. В исторических драмах вообще крайне опасно торопиться, потому что суета мгновенно убивает все величие сюжета. Поэтому сезонный финал на высокой ноте работает на удержание аудитории гораздо лучше, чем попытка выжать из съемочной группы все соки ради бесконечного эфира. Сейчас главная задача сценаристов выдать такую 83-ю серию, которая оставит нас с мощнейшим клиффхенгером и заставит читать дни до премьеры следующего сезона. Так что вокруг Мехмеда отменяем любую панику, проект просто делает глубокий вдох перед новым грандиозным рывком. А вот по соседству с ним в эфирной сетке находится сериал, чья судьба буквально висит на волоске. И там до сих пор никто не понимает, мы готовимся к финалу сезона или к окончательным поминкам всей истории. А вот у сериала «Дети рая» ситуация сложилась максимально нервозная. Знаете, что хуже всего в турецком турдизе? Даже не низкие рейтинги и не внезапное закрытие, а вот такое изматывающее, подвешенное состояние, когда проект не хоронит официально, но и гарантий на выживание никто не дает. Сейчас в индустрии упорно циркулируют слухи, что сериал остановят на 36-й серии. Но главный вопрос так и висит в воздухе. Это будет жирная финальная точка или все-таки многоточие перед осенним сезоном?
Сценаристам проекта сейчас точно не позавидуешь. Боссы канала вынуждают их писать эдакий финал Шрёдингера, развязку, которая обязана сработать в обе стороны. Дадут зеленый свет на осень? Отлично, разовьем сюжет дальше. Решат прикрыть лавочку? Ну значит попытаемся выдать это за логичное завершение всей истории. Попытка усидеть на двух стульях – задача невероятно сложная, и риск разочаровать зрителей сейчас просто колоссальный. Для фанатов такие эмоциональные качели – настоящая пытка. Гораздо проще принять горькую правду и попрощаться с героями, чем неделями сидеть как на иголках. Пока зрители с лупой изучают графики рейтингов и ищут тайные смыслы в интервью актеров, руководство канала хладнокровно считает деньги. Осенний сезон – это всегда бойня за зрителя. Туда зайдут громкие премьеры с огромными бюджетами, и тащить за собой проект со спорными цифрами канал вряд ли захочет. Здесь нет места сантиментам, работает исключительно холодная телевизионная математика. Так что Дети Рая сейчас находятся в самой опасной красной зоне, и их судьба решится буквально со дня на день. Но пока одни судорожно борются за выживание в классическом телеэфире, цифровые платформы чувствуют себя просто отлично. И прямо сейчас там готовится второй сезон одного нашумевшего проекта, к которому только что присоединилось очень громкое имя. Пока классический телеэфир бьется в судорогах за каждый процент рейтинга, на цифровых платформах царит завидная стабильность. Проект «Восьмая семья» не просто выжил, он уверенно шагает во второй сезон и готовится расширять свою вселенную. Создатели решили сразу зайти с козырей. К касту официально присоединяется Шукран Авалы. В мире стримингов такое усиление актерского состава – это не просто прихоть режиссера, а выверенный стратегический ход. Продюсеры прекрасно понимают, чтобы заставить зрителя нажать кнопку play, спустя год перерыва нужно впрыснуть в сюжет свежую кровь. У цифровых проектов вообще совершенно другая логика выживания. Да, здесь нет еженедельной телевизионной бойни за цифры, но есть другое, не менее жесткое давление. Зритель принимает решение о просмотре за первые несколько минут, поэтому второй сезон не имеет права быть просто вялым продолжением. Создателям придется задирать ставки, сгущать конфликты и вытаскивать из героев их самых темных демонов. Для «Восьмой семьи» это особенно критично. Вся структура сериала держится на скелетах в шкафах, скрытых обидах и токсичных родственных связях. И если новый сильный персонаж в исполнении Шукрана Авалы бросит спичку в эту пороховую бочку семейных тайн, проект получит мощнейший заряд энергии. Команда заходит на съемочную площадку уже 1 июня. На фоне бесконечных телевизионных отмен и паники эта новость лишь подтверждает глобальный тренд. Топовые турецкие актеры все чаще сбегают от изматывающих телеэфиров в компактные и качественные стриминговые проекты. Но не стоит думать, что за кулисами цифрового и телевизионного препродакшена всегда все идет гладко. Иногда на этапе подготовки начинается настоящий хаос. Сценарии переписываются на ходу, актеры меняются в последнюю секунду, а первоначальные названия просто летят в мусорное ведро. Именно такая капитальная встряска прямо сейчас происходит с одной очень ожидаемой новинкой. Как я уже говорил, препродакшн – это время, когда создатели могут любую секунду перевернуть все с ног на голову. Именно это сейчас происходит с сериалом, который мы ждали под скромным названием «Дневники Аданы». Забудьте, проект официально переименован. Что-то вроде «В Стамбул вверх дном», или «Изнанка Стамбула». Для рядового зрителя это может показаться обычной сменой вывески, но с точки зрения телевизионного маркетинга это кардинальная смена курса. Дневники Аданы пахли локальной провинциальной драмой, традициями и тяжелыми разборками на юге страны. А вот новое стамбульское название мгновенно меняет правила игры. Это уже мегаполис, бешеный городской ритм, ирония и совершенно другой масштаб амбиций. Продюсеры явно поняли, что изначальный концепт не выстрелит,
и решили сделать проект, более дерзким. Под этот обновленный вайб экстренно подтягивают и тяжелую артиллерию каста. К команде присоединились Саджиде Ташанер, Юсра Гиик и Джемси Кют. Саджиде гениальный мастер характерных ролей. Это из тех актрис, которые могут приковать к себе внимание одним взглядом, добавляя любой сцене физически ощутимое напряжение. Юсра Гиик гарантированно привнесет в сюжет современный нерв, а Джеймс Кют явно брошен на амбразуру мужских конфликтов и темных связей. Команда должна зайти на съемочную площадку уже 15 мая, и то, что сериал так активно перешивают прямо перед стартом моторов, говорит об одном: создатели отчаянно ищут идеальную формулу. Они хотят создать историю с таким сильным позиционированием, чтобы она не пошла ко дну в море новых премьер. И пока этот стамбульский проект только ищет свое истинное лицо перед зеркалом, на цифровых платформах происходит другая магия. Прямо сейчас там собирают мощнейший актерский ансамбль для совершенно новой истории. И поверьте, зрители ждут от нее максимальной плотности и тягучей атмосферы, которые телевидение просто не в состоянии дать. Оставляем телевизионные страсти и переносимся на территорию цифрового премиума. Здесь правила игры диктует HBO Max, и речь пойдет об их новом, очень интригующем турецком проекте с говорящим названием «Потерянное время». Буквально в последнюю секунду на борт сериала запрыгнул Берк Бакиоглу. Он сыграет персонажа по имени Алпай, и тут важно понимать специфику. На стримингах, а тем более на HBO, никто не вводит героев просто как мебель для растягивания хронометража. Каждый персонаж здесь это сценарный детонатор. Он появляется, чтобы вытащить наружу старую тайну, сломать устоявшийся баланс сил и максимально уплотнить сюжет. Одно только название «Потерянное время» уже дает нам четкий сигнал. Забудьте про ванильные ромкомы или классические семейные дрязги. Это серьезная заявка на тягучую драму, где призраки прошлого вцепляются в горло настоящему. В отличие от традиционного турдизи, который может раскачиваться серий по 20, меняя курс в зависимости от рейтингов, стриминги не дают зрителей времени на зевоту. Компактный сезон, жесточайший сценарный каркас, блестящая актерская игра и абсолютный ноль сюжетной воды. И именно поэтому ставка на героя Бакиоглу явно сделана не просто так. Мне кажется, именно Алпай станет тем самым триггером, который свяжет ошибки прошлого и покажет, из-за чего конкретно было упущено то самое время. Сейчас проект держится в строжайшем секрете, и этот вакуум информации работает ему только в плюс. Зритель сразу понимает, нам готовят не проходную жвачку, а сложную историю о думающей аудитории. Ну а мы с вами пробираемся к финалу нашего выпуска. И после всех этих тяжеловесных новостей о закрытиях, стратегиях платформ и спасении рейтингов, мы оставили на десерт кое-что совершенно особенное. Значительно более легкое по тону, но куда более скандальное по сути. Сейчас мы нырнем в старую добрую закулисную драму, которая неожиданно всплыла на поверхность и заставила фанатов снова схлестнуться в жарких спорах. Ну и напоследок, тот самый десерт, который я вам обещал. Никаких закрытий, никаких санкций РТЮК и никаких многомиллионных контрактов. Но парадокс в том, что именно такие закулисные истории разлетаются по соцсетям со скоростью лесного пожара. Герои нашей сплетни Нильпери Шихинкая и Керем Бюрсин. Внезапно из недр интернета всплыла старая съемочная байка, связанная со сценой поцелуя. Казалось бы, что может пойти не так? А все просто. Перед командой Мотор Нильпери с чистой совестью умяла мощный дюрюм с двойной порцией лука. Когда дело дошло до романтики, Керем не выдержал и выдал, что целует не прекрасную партнершу, а ходячную кебабную. Просто представьте эту картину. На площадке выставлен свет, звукорежиссер затаил дыхание, все ждут от актеров химии и страсти.
И тут вся эта магия разбивается о суровую гастрономическую реальность. Конечно, это не какой-то свежий скандал или кровная вражда, но фанаты в сети уже разделились. Кто-то хохочет в голос, а кто-то считает, что вытаскивать такие неловкие моменты на публику – это уже перебор. А вообще, эта забавная ситуация отлично сбивает градус пафоса вокруг актерской профессии. Нам через экран кажется, что сцена поцелуя – это чистая романтика. Ну а по факту это абсолютно технический процесс. Полсотни человек съемочной группы смотрят на тебя, пока ты делаешь 5-й дубль под жаркими софитами. И если в этот момент вмешивается фактор лукового дюрюма, вылететь из образа может даже самый прожженный профессионал. Керем тогда грамотно свел все в шутку, поэтому неловкость не переросла в обиду. Ни на карьеру Нильпери, ни на статус Бюрсина этот эпизод из прошлого, естественно, никак не повлияет. Но он отлично доказывает, зрителям всегда хочется заглянуть за красивую глянцевую картинку. Хочется видеть живых людей, которые тоже косячат, едят шаурму и неловко шутят. И на этой слегка луковой, но очень жизненной ноте мы ставим точку в сегодняшнем выпуске. Турецкая индустрия снова показала себя во всей красе. Телеканалы безжалостно рубят проекты, стриминги забирают лучших звезд себе. Чиновники размахивают штрафами, а старые закулисные байки обретают вторую жизнь. Скучать нам точно не придется. Пишите в комментариях, судьба какого проекта сейчас волнует вас больше всего. Ну а мы скоро увидимся, чтобы обсудить новую порцию новостей. До встречи! И подписывайтесь на канал.